Всем привет! Сегодняшний проект делался очень долго, я начала его сразу после Нового года, мне хотелось чего-то легкого, я взяла сам застывающую глину, как мне казалось, очень простой материал, но все оказалось гораздо сложнее. В итоге я протестировала глину 4 разных производителей и сейчас вам все о них расскажу. Я использовала глину Остров Сокровищ, Kohinoor, Jovi и Das. Именно эту глину я чаще всего видела в англоязычных туториалах. Начнем с Kohinoor. Я решила сделать сет подсвечников-пончиков из разных глин, чтобы посмотреть, как они себя ведут. Для начала из каждой глины я готовила что-то типа клея, чтобы соединять детали и выравнивать поверхность. Для этого разводила кусочек глины в воде примерно 1 к 2. Я взяла немного глины, смочила ее водой и хорошенько размяла перед работой. Скатала шар и приплюснула его пластиковой крышкой, потом выровняла все при помощи воды и пальцев. Сейчас будет интересный прием. Для того, чтобы имитировать вот такую точечную покраску на керамике, я буду использовать обычный молотый перец. Я смолола его на пергамент и прошлась деталью, чтобы крупинки прилипли к поверхности. Для следующего яруса я использовала свечу как эталон размера и обернула ее в картон, потому что глина после засыхания дает усадку. Завернула всю эту конструкцию в пищевую пленку. Я скатала колбаску и соединила ее в кольцо. Для того, чтобы соединить детали, нужно сделать насечки стекой и смазать немножко разведенным клеем. Примазываю концы кольца друг к другу. Добавляю кусочек глины туда, где не хватает объема. И также наношу на поверхность перец. Соединяю обе детали. Немного перепечатываю их между собой и разглаживаю тонкой стекой. Проверяю размер при помощи свечи. Следующим изделием будет небольшая тарелочка с неровной поверхностью. При помощи скалки с ограничителем я раскатываю глину на силиконовом коврике, вырезаю круг металлическим кольцом. И потом под этот коврик подкладываю миску как основу. Формирую складки и фиксирую их при помощи прищепок. Форма будет асимметричной. Следующая масса, которую мы будем тестировать, Jovi. Из нее я решила сделать более структурированный боул. Для этого нам нужно подготовить форму. Я беру миску нужного размера и
и сворачиваю из фольги вот такие колбаски. Сглаживаю поверхность при помощи малярного скотча и скотчем же приклеиваю к поверхности миски. Делаю так по всему периметру. Накрываю фольгой, чтобы сгладить поверхность, и пищевой пленкой, чтобы ничего не прилипло. Раскатываю глину толщиной 4 мм, вырезаю кольцом. Устанавливаю миску в центр круга и переворачиваю ее. Разглаживаю глину, а затем ее поверхность. Из этой массы я также сделала подсвечник, но уже с 3 ярусами. Следующая масса DAS. Из нее сделаю довольно крупную, можно сказать, скульптуру. Я думаю, что вы встречали подобные узлы в фотографиях интерьеров. Я взяла целую пачку в 1 килограмм и раскатала ее в довольно толстую колбаску. И просто завязала узлом. Ровно отрезаю концы. И теперь нужно выровнять поверхность, но верхний слой застывает довольно быстро, поэтому я постаралась стекой соскрести корку и разгладить все при помощи воды, стекой пальцев, насколько это возможно. Я подумала, что потом можно будет просто отшлифовать поверхность наждачной бумагой. Теперь оставляем наши изделия сохнуть, это очень долго, они сохнут по несколько суток, и некоторые при этом трескаются. Когда все высохло, оказалось, что масса «Остров сокровищ» трескается просто ужасно, что ты с ней не делай. Эту тарелочку мне приходилось чинить несколько раз, потому что она постоянно расходилась. Все остальные высохли неплохо, есть небольшие трещинки, но не критично, тем более их можно замазать клеем из глины и отшлифовать, как я и сделала с этими тарелочками. Теперь можно все отшлифовать, и так как материал не влагостойкий, нужно обязательно защитить поверхность лаком. Двум тарелкам я решила покрасить золотую кайму при помощи акриловой краски. И покрыть глянцевым лаком. Я нанесла 6-7 слоев. Большую миску я покрыла матовым лаком, но он оказался скорее сатиновый, мне не понравился этот финиш, и я решила сделать этой миске синюю кайму и также покрыть глянцевым лаком. Подсвечники я покрыла просто матовым лаком в один слой. Узел при высыхании немножко разошелся, я хорошо отшлифовала все это. Была небольшая трещинка, но при объеме изделия, мне кажется, это нормально. Покрыла его матовым лаком.
Давайте посмотрим, что получилось, и сравним изделия из разных материалов. Остров сокровищ очень сильно трескается и даже рассыпается. Масса белого цвета. Кохинор треснул, но было достаточно просто его восстановить, но цвет его не белый, а скорее кремовый, хотя на упаковке указано белый. Джови очень приятная в работе масса белого цвета, высохла без трещин. Даст немного потрескался, но из-за того, что изделие большое, думаю, что это приемлемо. Цвет немножко сероватый. Какой итог я могу подвести? Я думала, что самозастывающая глина это очень простой в работе материал, но он оказался довольно-таки капризным, и притом за то же время можно слепить и обжечь настоящую керамику где-нибудь в студии. Я, наверное, что-нибудь еще сделаю из той пачки, которая у меня осталась, но специально покупать еще раз такую глину я вряд ли буду, хотя результат мне понравился. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, хотели бы вы повторить какие-нибудь изделия. Спасибо, что досмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски.